Ничего страшного, если вся орхидея поплавает в воде. Вот так пусть плавает 30 минут. У меня есть видео о корнях орхидеи, о воздушных корнях орхидеи. У орхидеи все корни воздушные. Даже те, которые мы помещаем в горшок, в естественных условиях у орхидеи все корни воздушные. Других у нее нет. Я уже делала такие посадки. И вам показывала. И больше года у меня некоторые орхидеи растут в смешанном грунте. Растут абсолютно одинаково, что в керамзите, что в смешанном грунте, что в коре. Главное – это правильно поливать орхидеи. Между поливами корни у орхидей должны просыхать. Это самое важное условие для жизни орхидеи. Дорогой мой, пожалуйста, вот туда. Все, не надо трогать здесь ничего. Иди туда ложись. Ты мне мешаешь. Все, процесс непослушания. Сёма, вот здесь лежать. Добрый день, друзья. Сегодня плановая пересадка орхидей Сога Лауренс. Орхидея посажена в этот горшок 4 года назад. Можно рассмотреть, что она очень высоко находится над грунтом. Ствол, вот он, длинный. Но у орхидеи много воздушных корней, они растущие. И наклонилась орхидея в одну сторону. Это не очень эстетично выглядит. Ну и каждые 3-4 года я в любом случае пересаживаю орхидеи. Именно вот по таким показаниям. Когда ствол и сама орхидея находится очень высоко над уровнем грунта. Ну, это практически маленькое омоложение. Ну да, сейчас я уберу старые корни, которые есть в горшке. Постараюсь оставить все растущие, все живые корни. Потому что вот в горшке тоже видно живые корни. Сейчас поработаем с пересадкой этой орхидеи. Ах, все мне нравится, да? Один корень пророс сквозь отверстие горшка. Сейчас я постараюсь достать. Ну, все получилось сразу. Специально не поливала орхидею для того, чтобы увидеть, какие корни сухие, какие живые. То когда горшок и корни мокрые, они такого раскисшего вида. А вот сейчас будет понятно, что внутренняя часть корней, они сухие, старые. За 4 года обязательно какие-то корни погибают. Потому что срок жизни корня от полугода до 3 лет. И это естественный процесс. Здесь даже не надо говорить, что это гнилые корни. Это просто погибшие корни. Они на каком-то этапе орхидеи очень нужны, и когда орхидея перестает ими пользоваться или по другой какой-то причине, они погибают. У меня есть видео о корнях орхидеи, о воздушных корнях орхидеи. У орхидеи все корни воздушные, даже те, которые мы помещаем в горшок. В естественных условиях у орхидеи все корни воздушные. Других у нее нет. И ссылку на видео,
в котором я рассказывала о воздушных корнях орхидеи, я оставлю в правом верхнем углу экрана. А сейчас мы очень аккуратно уберем эти все погибшие корни. Ствол тоже чаще всего, вот видите, маленький стволик. Я ее покупала в размере, по-моему, 1,7, крошечную орхидейку. Вот это еще тот самый стволик, который был при покупке. Ствол тоже нужно подрезать, если он высох. А если он остается живым, вот дорезаем всегда ствол у орхидеи до живого. Вот видите, я отрезала этот стволик, а здесь уже сухая ткань. Ее тоже можно будет отрезать. Но сначала убираю вот эти все сухие корни, потом буду смотреть, что останется и какие корни даже при дальнейшей посадке тоже очень быстро погибнут. И нам будет казаться, что пересадила орхидею и все корни сразу погибли. Да не все, конечно, но часть корней после стрессового состояния пересадки, такие корни тоже погибают. И можно сразу их отрезать, если они не нужны. Но вот как разобраться, какие корни оставить в посадке, я вам даже рассказать не смогу, потому что это все приходит только с опытом. Чем больше вы пересаживаете, не чем чаще, а чем больше у вас орхидей, чем больше вы их пересаживаете, вы замечаете, какие корни вот вы оставили, посадили, и вдруг видите, что они сразу пропали. Вот из этих нюансов нужно делать свои выводы, что часть корней, вот этих нижних, конечно, не верхние, которые еще зеленые, вернее, они сейчас, конечно, не зеленые, они сейчас воздушные и сухие, но я помещу орхидею в воду, и они станут зелеными. Вот эти живые, здоровые корни, а вот эти, они тоже старенькие. Им может быть тоже 3 года. И они при пересадке, они сразу погибают. Но это все приходит с опытом. Чем больше будете пересаживать и наблюдать за орхидеями, тем больше станете понимать, что происходит с вашими орхидеями. И почему при пересадке орхидея очень часто сбрасывает, как нам кажется, здоровые корни. Они здоровые, но они просто старые. Вот еще часть ствола освободилась совсем от корней. Ее тоже можно отрезать. И даже дальше ствол все еще сухой. И корни, которые находятся на сухом стволе, они тоже очень быстро погибнут. Так, ну вот я убрала все сухие корни. Остались вроде бы хорошие, живые корни. А вот сейчас я эту орхидею помещу в воду. Потом станет видно, какие корни еще можно будет отрезать у орхидеи. Сёмочка, ну как же без тебя? Ты тоже пришел на кухню. Вы все пришли на кухню, я понял.
ничего страшного, если вся орхидея поплавает в воде. Вот так пусть плавает 30 минут. После принятия орхидеи водных процедур становится понятным, какие корни более старые, а какие молодые. Конечно, все верхние, смотрите, какие корни зеленые, а вот эти внутренние корни вот с таким пожелтением, даже может быть почернением. Нужно их внимательно осмотреть, может быть даже расплести, хотя я не очень люблю расплетать старые корни орхидей. Ну вот, например, вижу корень. Ну вот он якобы растущий, но он находится около старого сухого ствола, и уж очень он такой желтый, старый, и скорее всего вот эта молодая часть, которая растет, смотрите, она тонкая, вот, слабо живая. Вот новые корни, которые растут от шеи, можно увидеть разницу в этих корнях даже в толщине. Вот этот корень, он очень быстро погибнет. В нем и смысла-то нет. Такой корень можно отрезать у орхидеи. Так, дальше. Еще все абсолютно корни отрезать не нужно. Нужно оставить все здоровые, сильные корни. Вот в глубине горшка, сейчас увидите, вот отсюда корень начинается и уходил вглубь горшка. Вот я его сейчас вам показываю. Видите, белые корни растут, а в самом низу, видимо, корень дошел до стенок горшка, стал зеленым. Вот этот отличный, живой, растущий корень. Вот такой корень оставим. Вот еще один корень, который очень быстро погибнет. Кстати, от шеи он уже и начал усыхать. Даже при том, что здесь маленький корешок растущий. Это корень не жилец. Вот еще один корень. Сейчас переверну на орхидею. С желтизной, сухой, начинает сохнуть от ствола, и его удалю. Ты все понял? Скажи мне ваши корни. Так. Еще один корень. Вот такие желтеющие корни. Это старые очень корни. В верхней части черная гниль на корне. Тоже. Сухие части стволиков, сухие части корней. Это все нужно отрезать. Такая гниющая органика внутри горшка способствует размножению подур. Подуры питаются разлагающейся органикой, и это будет все их питание. Сейчас кардинальненько решим вопрос. Так, мне не нравится еще вот этот корень. Опять же, желтый.
основная часть старых корней находится вот на этом старом стволе. И вот смотрите, я убираю и как раз подхожу к вот этой части ствола, она сухая. И вот еще один такой корень остался на этой старой части ствола. И еще один. И вы знаете, они оба не нужны орхидеи, поэтому я даже не буду удалять корни, я просто отрежу ствол частью этих корней. И вот здесь-то я вижу, что эта часть ствола живая. Эту часть ствола нужно обработать или толченым углем, или присыпать порошком корицы, или же капнуть капельку перекиси водорода. Обеззаразить, закрыть живую часть. Сейчас я это сделаю, но сначала закончу с корнями. И мне еще не нравится один лист орхидеи. Так, вот эту часть корней я оставляю. Этот лист мне не нравится. Во-первых, он желтеет. Во-вторых, выше листа растет корень. Разрываю лист пополам и снимаю. Стараюсь не повредить корни. Удобно растягивать разорванный лист пополам в противоположные стороны. Они так хорошо снимаются. Но если что-то осталось, вот, например, кусочек чешуйки, я снимаю эту чешуйку пинцетом. Если есть черные части на кончиках корней, не дорезая до живого, черные части нужно обрезать. И вот такое количество корней вполне хватит орхидеи для жизни и для роста и цветения. Кстати, цветет она каждый год и очень ароматная. Для посадки этой орхидеи я взяла горшок 2,2 литра. Корни поместятся в этот горшок. Всегда стараюсь аккуратно поместить корни в горшок. Конечно, лучше всего не ломать корни, но даже если произойдет какой-то слом корня, первый полив орхидеи через 2-3 дня. И за это время орхидея сама залечит ранки. Так. Теперь грунт. Вы прекрасно все знаете, что я сажаю свои орхидеи в керамзит. Но бывают обстоятельства, которые вынуждают меня сделать другие посадки. Например, когда у вас масса свободного времени, и вы заняты только домом, орхидеями, своими домашними делами, конечно, поливать орхидеи в керамзите нужно чаще, чем орхидеи в коре. И посадка в керамзит, она оправдана. И еще для тех моих подписчиков, которые очень любят поливать орхидеи, керамзит просыхает быстро, то есть он даже не намокает. И можно получать удовольствие от частого полива орхидей. А у меня сейчас получается поливать орхидеи раз в месяц. Конечно, все 300 орхидей и даже более, какие у меня есть, я не пересажу ни в кору, ни в какой-то другой грунт. Но по мере того, как у меня требуют пересадки мои орхидеи, я буду пересаживать в смешанный грунт. То есть 50% керамзита и 50% мелкой коры. Кора больше в себя впитывает влаги, и как раз в месяц полив
Ну, по крайней мере, кора удержит эту влагу. Ну, вот такие сложились обстоятельства, что мне сейчас сложно часто поливать орхидеи. Керамзит я уже приготовила. Кору купила на маркетплейсе Озон. Не буду вам показывать, какой производитель. Да здесь, собственно говоря, его и нет. Ну, какой-то московский. Выбирала самую мелкую фракцию от 0 до 6, по-моему. Самую-самую маленькую. Заказала первый пакет. Посмотрела качество коры и заказала еще 2. Кора недорогая, 6 литров, стоит 450 рублей. Она обработанная. Сонечка, можно ножнички? Поэтому замачивать ее в воде или мыть не нужно. Вот половина коробки керамзита. Половина кора. Перемешиваю влажный керамзит с сухой корой. Довожу грунт до однородного состояния. Грунт, субстрат. Не думайте, я не стала хуже относиться к посадке в керамзит. Нет, у меня очень много орхидей посажено в керамзит. И растут уже по 5 лет, и даже больше. И прекрасно себя чувствуют. Но мне сейчас нужно, и я думаю, что это будет очень длительный срок, когда я не смогу вот так часто, как я это делала раньше, поливать орхидеи. Но у каждого свои обстоятельства. Люди, которые работают, как я, например, сейчас, они, конечно, меньше могут времени уделить, а особенно полива. И они у них прекрасно растут. И в коре, и во влагоемком грунте, в любом. Потому что между поливами длительный промежуток. И успевает и кора высыхать, и мох успевает высыхать. И орхидеи себя чувствуют прекрасно. А вот есть люди, которые каждый день ходят, смотрят, как же там, что же, а корешок опрыскать, а еще вот тогда керамзит самое то. Потому что керамзит не намокает, не удерживает влагу, а только корни просто удерживаются этим керамзитом. И все. Это просто субстрат, в котором удерживается орхидея. Ведь в природе они вообще живут без грунта и прекрасно себя чувствуют. Ну, а нам приходится сажать их в горшки и придумывать всякие разные субстраты для посадки. Постараюсь ее выровнять, но по центру горшка не получится ее поставить. С одной стороны корней больше, с другой меньше. Зачем они так стучат по горшку? Я просыпаюсь. Вы мне мешаете. Чтобы равномерно распределился грунт. Разбуди. Я уже делала такие посадки, и вам показывала, и больше года у меня некоторые орхидеи растут в смешанном грунте. Растут абсолютно одинаково, что в керамзите, что в смешанном грунте, что в коре.
Главное – это правильно поливать орхидеи. Между поливами корни у орхидей должны просыхать. Это самое важное условие для жизни орхидеи. Я не говорю об освещении, я не говорю о температуре, но вот чтобы корни не погибали, самое важное – это полив. Эту орхидею буду поливать через 3-4 дня, потому что керамзит был влажный, слегка смочил кору. Если нанесла какие-то ранки корням, они затянутся за это время. И даже в таком смешанном грунте я поливаю орхидеи замачиванием на час-полтора. И как в случае с керамзитом, на 2 сантиметра ниже уровня грунта наливаю воду и оставляю, чтобы корни хорошо напитались водой. Кора тоже напитывается водой. И в таких случаях я никогда не ставлю мокрые пяточки. То есть кора, которая впитает в себя возможное количество воды, она за вот этот длительный период времени отдаст ее корням. А так орхидеи растут одинаково, что в коре, что в керамзите. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.